нам, пожалуйста, вообще историю, как вы собрались, кто был инициатором этого всего. Ну, поначалу был другой ростер, его собирал наш тренер, в него входил, получается... Ну, короче, его собирал наш тренер Хани. Был Хани, Эпилептик Кит на четверке, ДМ на тройке, я на двойке, и мы добирали пятерку, выбрали Мипошку, потому что Эпилептик много колет. Ну, то есть у нас было много, типа, лидеров в команде, которые могут вести игру, и нам нужна была просто пятерка, которая исполняет. Мы сошлись на Мипошке. Вот. Этот ростер начал разваливаться, когда Хани позвали Винстрайк. После этого Егор сказал, что он будет играть на керри и не будет больше играть на четверке. Вот, мы так поиграли, у нас ничего не пошло. Хани, когда вернулся, Егор сказал, что он уже не будет играть на четверке. И, короче, такой ростер уже, типа, ну, не мог существовать дальше. Нам нужно было искать четверку. Мы остановились на Лохе. Не потому, что он там, типа, круто играл, а потому что просто, ну, у меня с ним одно видение на доту было. Мы с ним много общались и, ну, видели одни и те же вещи, и я считал, что, типа, как бы, ну, это идеальный вариант. Вот, поэтому других четверок мы даже не рассматривали, остановились на Лохе, он согласился, но он тогда уже был на отдыхе. Вот. Поиграли с Егором у нас не сошлись вообще, ну, то есть мы по-разному видим игру, и там по личным причинам не смогли вместе играть. Вот. И ДМ играл, не знаю, там год или полгода с Фортуном, и с ним был Алох еще знаком. И вот они вдвоем порекомендовали, что типа го Фортуну возьмем. Поиграли тест-игры, пару игр с Аликом, он типа всем понравился, и вот уже поехали на Bootcamp. Так и собрался ростер. Главный вопрос от фанатов — это любимое аниме и последнее аниме, которое ты посмотрел. Ничего себе. Я просто много раз на стриме это отвечал. Любимое аниме у меня Death Note. Я много чего смотрел, но до сих пор ничего лучше него так не нашел. Может быть, просто так лично мне оно нравится, но мне кажется, оно топ. А последнее, что я посмотрел, я пересматривал... Или с того, что пересматривал, или посмотрел? Именно посмотрел, новенькое. Полностью? Да. Ну, Demon Slayer. Убийца демонов. По-моему, да. А я последнее посмотрела Доктор Стоун. Клинок, рассекающий демонов, он на русском. Вот это. Ну, вообще, тоже 10 из 10. Топчик? Да. Какие ты лично ставишь цели на The Summit? Ну, я всегда победу только рассматриваю. То есть остальное меня не интересует. В принципе, если ехать на турнир, то типа, ну ладно, здесь на самом деле есть еще доля того, что мы едем в Лос-Анджелес, и там типа можно будет отдохнуть. Но я в это не особо верю, потому что на таких турнирах, в которых я был, там времени на это вообще просто нет. Вот. Ну, просто победить, естественно. Там нету сильных врагов, как по мне. То есть там любая команда обыгрываемая, и поэтому, я думаю, Минор можно будет выиграть. По командам там J178, Нипы, Atfinem, Invictus Gaming, правильно, GeekFam, дальше Quincy Crew и Pain Gaming. Кто второй такой претендент, если не мы? Кто главный соперник? Либо IG, либо GeekFam, но я не смотрел, как они играют, я чуть посмотрел за IG. Вот, остальные так на одном уровне. Да мне кажется, на все команды на одном уровне. Кто просто по турниру лучше разгонится, мне кажется. Ну, может, есть китайцы, если они тренируются с Tier-1 командами в Китае, то, может быть, они, кстати, там вообще на нереальной форме, но... Не знаю, я, короче, за ними следил, у них крутой состав. То есть IG даже непонятно, ну, типа, с их составом, может, даже на мажор они должны были отбираться, но там просто конкуренция, наверное, в Китае сильная. Ну, наверное, IG. Хорошо, спасибо. Теперь переходим к вопросам лично о тебе. Расскажи нам, пожалуйста, что сейчас тебя больше всего мотивирует? Да меня всегда мотивировало только одно, типа, соревнования, типа, мне нравится соревноваться с другими людьми, я от этого кайф испытываю, неважно в доте или там в футболе условном, типа, это мой основной, грубо говоря, двигатель. То есть мне нравится соревноваться. Вот. Ну и путешествовать еще, да, тоже круто. 3 героя для поднятия ММР в данном патче для мида, на миду. Ну, Monkey King, Бруда, Лишак. Еще был топовый вопрос. Вообще, как набрать 2К Чего, Дока? ММР? Аккаунт купить? Единственный способ. Да. По-другому, если уже не получается, значит все, габелла. Да почему? Ну, я не знаю, как. Ну, так же, как и 5К, и 10К. Просто прогрессировать. Ну, то есть, с целью какой-то играть на данный день. И после дня подводить, типа, ошибки разбирать свои, чтобы ты
в следующий раз их не совершил, смотреть свои реплеи про игроков, сузить пул, если ты именно на ММР играешь, до там 5 метовых героев. Ты представляешь, кто обитает на 1,5К? И их ты им спамить. говоришь смотреть метовых героев, разбирать демки, смотреть за проигроками. Ну, значит, тогда, короче, 2 пивка, 2 короны, 0,5. Бахаешь, короче, вот, расслабляешься сразу же. Назови, пожалуйста, свои главные цели на 2020 год, как личные, так и профессиональные. Можно несколько, даже чем больше, тем лучше. Ну, выход на International. Дальше цели уже там после выхода на International буду ставить там по местам. Ну, в зависимости от того, что я буду видеть. Стать, ну, вообще у меня цель, типа, просто на своей позиции лучше всех играть, и все. По крайней мере, пока что так. Вот. Дальше. Чем увлекаешься в свободное время, кроме стримов и кроме, ну, как бы, КВ? Ну, смотрю всякие сериалы, смотрю аниме, гуляю с друзьями, иногда занимаюсь спортом, могу в кино сходить, могу куда-нибудь вкусно покушать. Так, в общем-то, все. Ничего особенного. На дачку могу съездить тоже. Отдохнуть. На дачку. Да, но Хорошо. это редко бывает. Давай поговорим теперь о комьюнити. Вообще, веришь ли ты, что существует какое-то давление комьюнити и мешает ли в твоем случае медийность успехам? Ну, мне вообще плевать. Ну, то есть, я уже как-то прошел тот момент, когда я читал комментарии, они меня как-то задевали. Вот. В зависимости от человека. То есть, я играл с людьми, которых это реально задевало. То есть, на мне это вообще плевать. То есть, я читаю... Ну, то есть, если какой-то негативный комментарий, я его даже не читаю. Вот. Ну, то есть, даже так. Типа, ну, просто смотрю, а если читаю, то просто смеюсь с этого, и все. Потому что люди не понимают, что происходит в команде и так далее. Да и, в принципе, слушать людей, которые, ну, объективно не могут это ничего оценивать, это тоже глупо. Ну, поэтому я с этого вообще никак не парюсь. Кстати, рацион питания. Ну, у меня он сейчас изменился. Ну, вообще я, короче, типа ничего не ем, если играю. Чаще всего я просыпаюсь, пью воду, и в сумме со сном 16 часов я голодаю, грубо говоря, потом плотный прием пищи, в зависимости от того, что мне хочется. Перекусываю фруктами или соком каким-нибудь фруктовым, и все. Но это мало. Это очень мало. Мне хватает. Чем бы ты занимался, если бы не Дота? И если бы не другие компьютерные игры? Кем бы ты себя видел в этой жизни? Ну, скорее всего, продажником каким-то, или трейдером, или Сейлс-менеджер? или программистом. Да любая деятельность, которая не заставляет тебя ездить 5-2 в офис и, ну, то есть, и где-то из дома можешь работать, деньги получать, и все. Следующий был вопрос, это если бы ты себя мог ассоциировать с животным, то кто бы это был? Дай-ка подумать. Это сложно. Я так никогда даже не задумывался. А с животными особо... У меня не было ни домашних питомцев, и так далее. Ну так, навскидку. С дельфином. Кстати, насчет объективной оценки. Какую ты слушаешь чаще трансляцию, русскую или английскую? Чаще русскую, но я ее смотрю как комедию, просто что ли, я не знаю, как это объяснить. Ну, типа, я слышу, что говорят, и думаю, ну, короче, просто кайф от этого ловлю. Я реально от этого кайф ловлю. Ну, то есть, как в обычной жизни, вот у тебя есть галерея, например, ты пришел в галерею, есть картина, у тебя картина какая-то бесит, и типа вместо того, чтобы кричать на эту картину и говорить, какая она говно, ты можешь просто пойти в другой зал или посмотреть на другую картину, или вообще уйти. Вот. Если я, например, могу пойти на английскую трансляцию, я понимаю, что нет смысла хейтить русскую, ну, чаще всего я Dota смотрю вообще без комментаторов, я смотрю в Dota TV, чтобы самому двигать курсором, понимать, ну, смотреть за вещами, которые мне интересны. Вот. А если смотрю русскую, комментаторы, в принципе, ну, мне не особо слух режут, потому что, ну, как-то я больше концентрируюсь на том, что я смотрю. С аналитики иногда можно, ну, могу просто посмеяться там, типа, и все, с того, ну, каким выводом они приходят, вот, ну, и не больше, не меньше. То есть для меня они как шоумены просто. А не как я если- вот что-то вот узнаю, а то я вот смотрю, оп, концерт пошел там, типа.
ничего они там пикнули, Баратрум, там и так далее, и все, и смеешься. Там есть некоторые личности, с них смешно. А есть вот какой-то твой личный топ, допустим, 5 человек, которым ты всегда рад, или в аналитике, или в комментировании, и неважно, это хорошо, ну, они хорошо делают свою работу, либо плохо? Ну, по порядку, наверное, надо, но это русское именно, да? Вилата приятно слушать, мне приятно слушать было Лекса, сейчас я не знаю. Форса приятно слушать, он довольно, типа, шарит, у него там есть рейтинг какой-то. Мэйл Шторм пипец поднялся, его приятно слушать. Фланки приятно слушать, но кто еще там? Блин, Баффика в последнее время все хвалят, как Баффика? ты к нему относишься? Блин, а я на самом деле не замечал, на его трансляции не заходил. Просто, как по мне, комментатор, он должен просто хайпа нагонять, типа, эмоционально как-то комментировать, то есть, и неважно, что он там говорит. Вот, и так должны быть у комментаторов. У аналитиков, ну, нынешних, Ну да. я не знаю, ну... Вот сердце радуется, когда на кого смотришь. Не, ну, у меня есть нейтрально, и вот сердце радуется прям. Ну, не знаю, если какой-нибудь проигрок может что-то рассказать, там, типа, ФНГ до Хака. Хотя я их, если честно, не слышал. Фобос, у него такая интересный взгляд на игру, но в большинстве моментах я с ним там вообще не согласен. Но он шарит, да, он там играл в Team Spirit, у него за какие-то моменты, там, как за свап линий, там, у него есть свои фишки. Ну, прям, чтобы у меня сердце радовалось его слушать, но даже не знаю, что сказать. Ну, и Нес, наверное, как шоумен, аналитик неплохой. Да кто шутит в аналитике? Вот тот, ну, типа, нормальный реально юморок. Ну, он Lost. Он вообще... Вот он реально стендап. Да выдает иногда крутой. Давай, кстати, вернемся к Баффику. Что ты хотел о нем сказать? Да, вот был вопрос про Баффика. Я вспомнил, что он мне в личку писал, спрашивал про артефакты, про раскачки. Это, типа, не свойственно для комментатора, значит, то, что он, ну, то есть, хочет прогрессировать, просто понимать лучше доты. Это очень крутое качество для комментатора. Ну и вообще для человека, который работает в этой сфере. Так что ему респект за это. Насчет вот ты говоришь, что ты не читаешь комментарии, но можно ли рассчитывать от тебя на обратную связь с фанатом? Это только на стриме возможно, либо ты готов там отвечать на какие-то комментарии, если они написаны вот типа под последним постом в инсте, допустим? Ну, я читаю комментарии, но негативные я как бы, может, удаляю их из головы, или просто вот я вижу там уже посыл человека, я его даже не дочитываю. Ну, в инсте там бывало, когда ребята пишут слова поддержки, ну, когда все хреново. Естественно, когда ты выигрываешь, тебе все пишут: о, блин, красавец, там, молодец. Вот. Но вот когда ребята там реально пишут, когда вот реально все хреново, таким я отвечал, там, благодарил за поддержку в трудные моменты и так далее. Вот. Так-то я читаю комментарии, они меня просто не трогают никак. И все. Не сказал бы, что они меня прям пипец мотивируют, такого нет. И что меня они расстраивают, тоже такого нет. Вот. Ну, приятно, когда, типа, пишут там... Да не, на самом деле я вот тоже не помню. Это было давно, может, не знаю, года, может быть, 2 назад. Я читал все комментарии, там, как-то с этого реагировал. Сейчас вообще как-то от этого абстрагируюсь. Вот. И последний вопрос. Что нужно сделать в LA, кроме как победить на The Summit? Ну, с Голливудом фоткаться надо. И там еще какая-то улица, где из Сан-Андреаса. Ну, я не помню точно, там ребята скажут. С Брэдом Питтом сфоткаться, но это, наверное, невозможно. Да я не знаю, на самом деле. Ну, просто офигенный город. Не знаю, по максимуму кайфануть с него, посмотреть там, что... Тем более сменить погоду с той, которая здесь. Я не люблю холод, хоть и в Новосибирске родился. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо.